Приветствую! Анализ, обзор, прогноз биткоина и других криптовалют. За последние сутки рынок у нас показывает себя только с хорошей стороны. Большинство монет у нас в плюсе. Некоторые даже более 20% показывают рост. Биткоин же подрастает на почти 2%. Только вчера мы видели, как шорты по биткоину росли. Сегодня уже минус 31% шортов по биткоину. Как выросли они у нас, так они у нас и упали. Лонги практически без изменений, шортовые позиции прикрыты. По эфириуму также изменения незначительны, плюс 5,4% шортов, что в принципе соответствует долговременной динамике планомерного увеличения данного показателя. Топ монет по объему торгов у нас выглядит данным образом. Примечательно здесь тот факт, что Ethereum Classic потерял свою четвертую строчку в этом топе. ETC обогнал и Bitcoin Cash, и даже стейблкоин Binance USD. Все меньше и меньше торгуют классиком в течение суток. Индекс страха у нас снова вернулся в раздел просто страха. Покинули мы экстремальный страх, на сегодня цифра 28. Падали мы недолго, всего один день, и снова начался рост показателя. А следовательно, страха становится меньше. Индекс альт-сезона после безоткатного падения уже несколько дней отскочил и пока находится на предыдущих позициях. На сегодня это 61. Все еще есть надежда на возврат в зону альт-сезона. За последние сутки ликвидировано более 40 тысяч трейдеров на общую сумму 156 миллионов долларов. Более 60% из них это шортисты. Все это логично, потому что цена росла. Возможно, те шорты по биткоину как раз таки и входят в данные показатели. Праздники в США закончились, и Grayscale снова начали свои закупки. Если это можно так назвать, потому что ни одну монету они за 24 часа не купили, лишь продажи. В топе социальной активности у нас находится много известных монет, но ни одна из них не является топовой. Из самых распространенных можно отметить Phantom и Engine Coin. Что же касается самого биткоина, то сентимент биткоина в Твиттере выглядит данным образом. Вот эта желтая область — это сентимент биткоина. Голубая – это его цена. Сентимент – это, если можно так выразиться, ожидание людей на рост или падение. Так вот, до того, как мы вошли во флэт, сентимент всегда совпадал с ценой. То есть всех все устраивало. Но после того, как мы оказались во флэте, сентимент попер вверх. И сейчас сентимент настолько бычий, что даже сделал перехай. Вот бы еще и цена сделала перехай. Но это бычий показатель, потому что на истории обычно данные графики ходили вместе. Возможно, это предвещает рост. Что еще может предвещать рост? Так это резерв всех бирж биткоина. По истории видно, что при падении резерва цена росла. При увеличении резерва цена падала. И сейчас мы видим, после продолжительного флета мы загнули вот так вот вниз этот график и почти обновили лои нескольких месяцев. Надеюсь, если мы будем и дальше сокращать резервы биткоина, то цена также начнет коррелировать правильным образом и пойдет наверх. Что в принципе мы и видим по эфириуму. Цена идет наверх, резервы сокращаются. Здесь все правильно. Меня смотрит много новичков, которые интересуются торговлей на бирже, поэтому твердо советую познакомиться поближе с проектом Академии Хайд. Ребята подготовили курс для тех, кто только хочет начать инвестировать в крипторынок и торговать на бирже, но пока не знает, как этого сделать. По окончанию курса каждому прошедшему закрепляющий экзамен предоставится стартовый капитал в размере 10 USDT на свой кошелек на бирже. Также стоит отметить, что проект работает полностью прозрачно, и по факту заказа вы получаете официальный чек. Еще проект ежемесячно перечисляет часть средств на помощь детям в благотворительный фонд Константина Хабенского. Также на сайте и в телеграм-канале Академии вы найдете множество актуальной и бесплатной полезной информации, в том числе бесплатные сигналы от экспертов теханализа. Ссылка на данный проект в описании. По стейблкоинам в принципе графики похожи как по сентименту в Твиттере. На биткоине резервы всех бирж стейблкоинов растут, цена растет, но здесь мы получаем раскорреляцию. Резервы продолжают расти, а цена биткоина пока что находится ниже. Есть вероятность, что цена очень резко и стремительно догонит соответствующие показатели наверху. Приток на бирже находится примерно на том же уровне, как и вчера, не слишком высоко, практически на своих минимальных значениях. То же самое можно сказать и об объеме продаж на всех биржах биткоина, чуть ниже, чем это было вчера. Хэшрейт нас радует, и мы вновь увеличили сложность. А при росте хэшрейта цена также на истории показывала рост. Осталось дело за малым. Многие графики показывают раскорреляцию, и цене только осталось начать этому соответствовать и пойти
пойти наверх. Из новых новостей это листинг монеты AMP на бирже InDeDAX, который состоится завтра. Сегодня же у нас листинг монеты Nexa на бирже Bitfinex. Что у нас пишет Илон Маск? За последние сутки он опубликовал забавный мемасик про крипту. Я думаю, все понимают, что здесь изображено, потому что мемас основан на культовом фильме «Гарри Поттер». И Гарри увидел в зеркале растущие свечи. Отразился ли данный мемас на таком показателе, как илонометр, мы пока не знаем, так как он обновлялся 27 июня. И в последний раз он находился на значении 50. То есть Илон Маск пока не решил, куда гнать биткоин своими твитами. Этот сайт был создан для того, чтобы визуально наблюдать, куда гонит криптовалюта Илон Маск своими твитами. Пока что у нас сохраняется паритет. Из интересных новостей это готовящийся закон, а точнее поправки к закону о конфискации криптовалюты у преступников. А как известно, в России преступником может стать практически каждый. Если не то репостнул, если не так сказал, не там постоял, не туда вышел, поэтому преступником может стать практически каждый гражданин. Планируемые поправки в уголовное законодательство РФ позволят применять ограничительные меры в отношении криптовалюты вплоть до ее конфискации у преступников, сообщил генпрокурор России Краснов. Не очень хорошая новость для владельцев криптовалют. Еще не смогли разобраться, как же будет работать закон о цифровых активах, а уже вносит поправки, как же эти цифровые активы забрать себе. Еще одна интересная новость – это швейцарская компания выпустила холодный биткоин-кошелек в виде купюры. Компания SMD выпустила первую партию бумажных холодных кошельков IC-Note. Тираж составил 100 тысяч экземпляров. Компания уже получила 200 заказов на более 1000 банкнот. Эти криптокошельки выполнены из полиэтилена высокой плотности, которые выдерживают температуру от минус 40 до плюс 60 градусов по Цельсию, устойчивы к воде и механическим воздействиям. Адреса кошельков создает аппаратный генератор случайных чисел. И сотрудники SMD якобы уничтожают жесткие диски принтеров после того, как их напечатали. Наша цель сделать хранение криптовалют простым и безопасным. У нас большой опыт в сфере безопасности, транспортировки активов, информационных технологий, блокчейна и создания банкнот. Мы не создаем базу данных будущих владельцев этих кошельков, мы дарим приватность. С одной стороны, это удобно, ну а с другой стороны, в чем тогда смысл, если криптовалютой пользоваться как обычным кэшем? Кэш уже и так есть. Тем более здесь нужно заморачиваться для проверки подлинности таких купюр. Для перевода биткоина с IC-Note нужно удалить защитный голографический слой, под ним будет находиться приватный ключ для доступа к активам. Производитель советует не принимать купюры с поврежденным защитным слоем. Проверить подлинность банкнот можно с помощью мобильного приложения IC-Note. А вот конгрессмен США не стал дожидаться купюр, а просто инвестировал в эфириум и Cardano. Этим конгрессменом оказался член Палаты представителей США от штата Алабама Барри Мур. Кроме эфириума и Cardano он также приобрел Dogecoin. Все это он рассказал в своем отчете, в котором раскрыл все торговые операции. Покупки были 10, 11 и 13 июня, то есть примерно месяц назад. Точных сумм не называется, но известен диапазон, это от $1000 до 15 тысяч. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN в составе Минфина США создала должность советника по разработке, связанной с цифровыми активами, и сразу же данная должность была занята. Туда пошла работать Мишель Корвер, ранее работавшая консультантом по вопросам цифровых валют в уголовном отделе Министерства юстиции США. Там она будет работать с внутренними и внешними партнерами над стратегическими и инновационными решениями для предотвращения и смягчения последствий незаконных финансовых практик, связанных с цифровыми активами. В любом случае, это замечательно, когда в структурах, связанных с правительством, появляются должности, направленные на взаимодействие с криптовалютами. А это значит, что крипта входит в наш мир серьезно и надолго. 82% институционалов повысят долю криптовалют в своих портфелях. Это удалось выяснить в ходе опроса криптофонда Nickel Digital. Половина опрошенных выразила готовность существенно нарастить инвестиции к 2023 году. Только 7 заявили о желании сократить эту долю, и 1 о планах полностью ликвидировать такие позиции. При том, что в выборку попали представители таких развитых стран, как США, Франция, Германия, Великобритания и ОАЭ. В качестве причины такого решения большинство назвали такую причину, как долгосрочные перспективы повышения стоимости криптовалют. Все-таки жажда наживы у людей пока на первом месте. Пока крипта растет, все в нее верят и радостно хлопают в ладоши. Как только крипта начнет падать, все оттуда быстро побегут. Но что остается неизменным, так это власти Китая. Они снова у нас подкидывают негатив. На этот раз они закрыли связанную с криптовалютами компанию.
компанию, разработчика программного обеспечения для операций с криптовалютами. На данный момент сайт этого разработчика заблокирован в соответствии с распоряжением Госсовета КНР. То есть не только майнинг, не только биржи, но теперь начали наезжать и на разработчиков. То есть если ты хоть как-то связан с криптой, тебе лучше бежать из Китая. Китайские регуляторы также предупредили, что организациям в стране запрещено поддерживать связанную с цифровыми активами деятельность, а финансовым учреждениям проводить операции с ними. На графиках пока никаких изменений не наблюдается, но давайте быстренько пробежимся и посмотрим, что у нас изменилось. По биткоину мы пока также находимся в восходящем канале и скоро, похоже, предпримем очередную попытку пробить скользящую среднюю 200-ку. Снова потихоньку зелеными свечами подбираемся к ней. Пока прогноз оставляю также без изменений. По эфириуму более успешные попытки. Ранее мы никогда пока не подходили после того, как снизились ниже этой скользяшки. И вот со второго раза уже пробили скользяшку, и дорога наверх у нас выглядит более перспективной. Мы пока также находимся в восходящем канале у верхней грани, и движение наверх продолжается. Прогноз также оставляю без изменений по эфириуму. По Риплу все выглядит не так бодро. Мы не пробили пока лои, все еще в силе. Также мы находимся в восходящем тренде, но пока даже не пытаемся пробивать скользяшку. Даже не подходим к ней. Больше даже здесь напоминает структура какой-то треугольник. Благо мы уже подходим к его завершению и посмотрим, в какую сторону все-таки он будет пробит. Так как мы идем по-прежнему в восходящем направлении, думаю, что вероятность пробить его наверх побольше. К тому же и по структуре, если здесь был импульс, если предположить, что здесь была коррекция, имеющая треугольную структуру, то после завершения волны Е пробитие наверх более вероятно. Доминация биткоина по-прежнему идет вниз, и здесь также стоит только порадоваться за альты. Пока никаких намеков на разворот доминации. И посмотрим одну монету из комментариев, это у нас Polkadot. Мы ее недавно смотрели, и здесь у нас в принципе такая же структура, как и на эфириуме с биткоином. Основной тренд у нас здесь идет восходящий, канал по-прежнему у нас восходящий, и здесь пока без каких-либо изменений. По мне так приоритет движения по Polkadot это наверх. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!